Что может быть общего у, казалось бы, таких разных феноменов, как подавление эмоций, усталость от безделья, резкие перепады настроения, чувство юмора и синдром самозванца? Кажется, что ничего общего здесь нет и быть не может. Тем не менее, все эти феномены подчинены одному принципу, который станет темой этого видео. Вы, возможно, знаете, что если в тексте перемешать буквы в словах, кроме первой и последней, его все равно можно прочитать. Почему? Потому что мы не просто воспринимаем информацию, мы прогнозируем, что будет дальше. В том числе, какое будет следующее слово, какое событие нас ожидает и что мы при этом почувствуем. Мозг человека постоянно предсказывает будущее, и с развитием искусственного интеллекта этот принцип становится все более наглядным. Этим видео мы открываем серию 5 феноменов, 1 принцип. Ее цель – показать, как одна гипотеза о работе психики способна объединить самые разные проявления человеческой жизни и объяснить их внутреннюю механику. Подписывайтесь на канал, ваша поддержка помогает нам развиваться. Итак, начнем с базового принципа. Вы когда-нибудь задумывались, как человек вообще сумел выжить среди бесконечных опасностей? Все дело в простом алгоритме, о котором мы и расскажем. Если вы уже знакомы с теорией по предыдущим выпускам, можете сразу перейти к следующему разделу. Тайм-код указан в описании и на таймлайне. Выживание любого существа подчинено простому принципу. Чтобы выжить, нужно предвидеть опасные события и действовать до того, как они произойдут, а не после. Поэтому мозг, а точнее нейросеть, каждую секунду строит прогнозы, догадки о будущем на основе собственного опыта. Эти прогнозы неосознанны, то есть остаются незамеченными. Но для того, чтобы донести до человека их наличие и побудить его к действиям, существуют чувства и эмоции. Разберем, как работает страх. Допустим, волк стоит в 5 метрах, готовый к прыжку. Аналитический ум слишком медлительный, поэтому в дело вступает нейросеть. Она прогнозирует смертельно опасное событие – укус хищника. И чтобы его избежать, место, где это событие ожидается, получает обертку в виде страха. Страх выталкивает человека прочь. Когда волк прыгнет, человека в этой точке уже не будет. Реакция произошла раньше, чем прогноз стал реальностью. Радость – это антипод страха. Она маркирует позитивное прогнозное событие в месте, где оно ожидается, побуждая приблизиться и сделать его реальностью. Если при неожиданной встрече нас охватывает радость, значит неосознанно прогнозируются приятные события. Например, взаимопонимание, дружба, любовь. Таким образом, нейросеть помогает человеку чувствовать, где его ждет что-то важное или полезное, и побуждает двигаться к позитивному прогнозу, то есть пытаться сделать его настоящим. Стратегии приближения и отдаления, предлагаемые радостью и страхом, далеко не всегда эффективны. Поэтому у человека есть гораздо более мощный инструмент по избеганию или воплощению прогнозов – физические действия, за которыми стоит эмоция гнева. Предположим, на пол со стола летит чашка. Неосознанный негативный прогноз «разбитая чашка» окрашивается эмоцией страха, которая побуждает отдалиться. Однако в данной ситуации эта стратегия несостоятельна. Чтобы избежать негативного прогноза «разбитая чашка», необходимо вовремя ее схватить. То есть воплотить цель – чашка в руке, которая не имеет исходного негативного прогноза. И начинается действие, мотивированное гневом. Рука выбрасывается вперед. Алгоритм выживания выражается формулой наблюдение, прогноз, мотиватор, реакция. Он развивает классическую модель стимул-реакция, при этом утверждается, что неосознанные прогнозы являются для человека основными стимулами. Сначала мозг регистрирует информацию. Потом начинает строить прогнозы, что будет дальше. Эти прогнозы остаются неосознанными. Затем пространство, где прогнозное событие ожидается, получает обертку в виде радости или страха. Радость тянет нас к событию, страх заставляет держаться подальше. Далее включается мотивация гнева и начинаются физические действия, жесты и речь. Человек начинает менять будущее в свою пользу, избегать опасностей и приближать желаемое. И делает это автоматически. Процесс прогнозирования происходит постоянно и не ограничивается немедленными угрозами. Нейросеть предсказывает будущее на любом временном горизонте. Например, наблюдение пустого кошелька вызывает негативный прогноз «я останусь голодным».
Предательство порождает прогноз одиночества. Открытая дверь квартиры вызывает пугающий прогноз «внутри кто-то есть». Таким образом, нейросеть позволяет человеку не столько знать, сколько чувствовать, что его ждет и где, и тем самым заранее избегать нежелательных событий и приближать желаемые. Главное помнить, эмоции страха и радости и прогнозные образы – это эквиваленты. Если вы испытываете страх, значит в подсознании уже существует негативный прогноз. Если чувствуете радость, значит существует прогноз позитивный. Более подробные объяснения можно найти по ссылке в описании. Почему вообще существует идея подавления эмоций? Только потому, что эмоции не подвластны человеку, иначе их не было бы смысла подавлять. Эмоции не подчиняются человеку в привычном смысле. Нейросеть прогнозирует события автономно, независимо от желаний, убеждений или представления о правильности. Она делает это только на основе воспринимаемой информации, то есть наблюдения. Например, если нас бросили, нейросеть прогнозирует одиночество и возникает страх. С этим невозможно ничего сделать напрямую, дискомфорт останется, пока не изменится наблюдение. Утрата не обесценится или мы не встретим кого-то. Эта идея проливает свет на то, почему мы подавляем эмоции и почему это так болезненно. Подавление – это превентивная реакция, направленная не на избегание негативного прогноза. Ее цель – не воспринимать информацию о нем. Однако, поскольку эмоции не подконтрольны, такая борьба заведомо проиграна. Эмоции можно лишь временно заглушить. Не осознавая этого, человек может начать бороться с самим собой, со своим телом и чувствами за право не видеть, не ощущать и довести себя этим до изнеможения. Единственное, что можно сделать в таком состоянии – осознать прогноз. Тогда чувства и эмоции исчезают естественно, без борьбы. Именно этому посвящен настоящий проект. Идея неподконтрольности эмоций объясняет, почему можно устать, ничего особенного не делая. Если в конце дня без видимых причин вы чувствуете сильную усталость, то, скорее всего, все это время происходила неосознанная блокировка или подавление эмоций. Как это происходит? Допустим, приближается день оплаты квартиры, а денег нет. Или вы с кем-то поссорились, извиниться трудно и вы пытаетесь отвлечься, но внимание все время возвращается к конфликту. Когда ситуация не имеет немедленного решения, происходит попытка отвлечься. Беда в том, что мысленно отпустить ее не получается. Дискомфортные эмоции постоянно возвращают внимание к проблеме. И здесь неосознанно выбирается реакция подавления чувств и эмоций, как единственные улики существования проблемы. Обычно это происходит путем перевода внимания или фиксации на чем-то постороннем, как правило, на телесных ощущениях. К несчастью, такая реакция не устраняет эмоции, а лишь прерывает контакт с ними. Поэтому она имеет ограниченную успешность и требует постоянных вложений сил. Любой отвлекающий фактор сбивает настройку внимания, и усилия приходится возобновлять. В итоге ничего не делание может превратиться в изнурительную работу. Ведь по сути это физическая борьба с информацией. Чтобы эту скрытую информацию обнаружить, полезно задать себе вопросы: что я не хочу знать, кем я не хочу быть, в каком состоянии я не желаю находиться. Вам знакомы резкие перепады настроения от краткого подъема до глубокой усталости или апатии? С точки зрения модели наблюдения прогноз-мотиватор-реакция, причина здесь в следующем. Смена состояний происходит потому, что какая-то нерешенная проблема заставляет человека лихорадочно искать выход. Стоит появиться хотя бы намеку на решение, как мозг моделирует позитивный прогноз, и человек полностью погружается в иллюзию успеха. Но чаще всего такое решение оказывается мнимым, или вскоре проявляются его негативные стороны. Тогда мозг формирует новый прогноз, уже негативный. Возникает страх, разочарование и опустошение. Тем не менее, интенсивный мыслительный процесс не прекращается, и человек начинает испытывать на себе всю прелесть американских горок. Таким образом, лихорадочные перепады настроения – это следствие упорства человека в поиске решения.
Вы никогда не задумывались, почему мы говорим именно о чувстве юмора, а не о способности рационально находить смешное? Слова, которыми мы описываем явления, часто хранят подсказки. И уже сама эта форма речи показывает, что юмор чувственный, а не интеллектуальный феномен. Что же мы чувствуем? Юмор основан на принципе: как только негативный прогноз успешно избегается, возникает позитивный прогноз, и вместе с ним чувство радости. Позитивный прогноз обычно моделирует такие события, как опасность миновала, угроза далеко. Этот же принцип проявляется во множестве других областей. Например, экстремальные виды спорта позволяют человеку пережить контролируемую опасность, встретиться с негативным прогнозом и безопасно его избежать. Любая игра построена на этом же механизме. Соперник создает негативный прогноз, а победа над ним рождает позитивный и приносит счастье. Если бы было иначе, зачем играть, подвергать себя лишней опасности или разочарованию? Чтобы анекдот вызывал смех, в нем обязательно должен присутствовать какой-то негативный прогноз. Именно поэтому персонажей помещают в глупые, жалкие, нежелательные или гротескные ситуации. Когда мы слушаем анекдот, то незаметно отождествляем себя с эпизодом или с одним из персонажей и вовлекаемся в неприятные события. А последующее разобщение с персонажем, возвращение в себя или избегание негативных прогнозов, согласно фабуле анекдота, и порождает смех. В таком свете чувство юмора – это умение чувствовать момент перехода от негативных прогнозов к позитивным. А тонкое чувство юмора – это способность различать этот переход в самых тонких эмоциональных оттенках. Давайте проведем эксперимент. Попробуйте найти шутку или анекдот, в котором нет ничего уничижительного. Будем рады прочесть ваши варианты в комментариях. Синдром самозванца – это состояние, когда человек, неуверенный в своих способностях или стремящийся к недостижимому идеалу, неожиданно получает признание или должность. Новая роль вступает в противоречие с тем, как человек привык себя видеть. В итоге мозг формирует негативный прогноз «меня разоблачат» и возникает страх. В этой проблеме присутствуют два «я» – достойное и недостойное. И человек мечется между ними, так как боится утратить позитивные прогнозы достойного «я», например, хорошие отношения, внимание окружающих, и встретиться с негативными прогнозами недостойного «я». Изгнание из группы, потеря покровительства и поддержки, одиночество. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно уменьшить значимость достойного «я» через осознание его позитивных прогнозов, а также снизить влияние недостойного «я» через осознание его негативных прогнозов. Технику можно найти на нашем сайте alifelo.com или на этом канале. Важно помнить, что один и тот же термин может иметь разное значение для каждого человека. Например, синдром самозванца может быть основан на эффекте сверхосведомленности. Нам кажется, что окружающие видят нас насквозь и прекрасно знают о наших недостатках. Это происходит потому, что мозг работает не с реальностью, а с ее внутренней моделью, построенной на личном опыте. Так появляется эффект зеркальности восприятия. Мы видим других через призму собственного опыта и невольно наделяем их знаниями, которых у них быть не может, например, о наших ошибках и неудачах далекого детства. Тем не менее, эта мнимая осведомленность ведет к тому, что мы можем находиться в постоянном страхе официального разоблачения. В таких случаях полезно посмотреть на ситуацию глазами другого человека и попытаться понять, что ему действительно известно, а что мы лишь воображаем. Напишите в комментариях, какие еще феномены вы бы хотели разобрать сквозь призму идеи, что мозг – это машина прогнозирования. Например, одиночество, зависть, ревность, эмпатию или страх смерти. Расскажите, какой из них, по вашему мнению, стоит рассмотреть подробнее. Это видео – часть проекта инициативы Alifelo, цель которого – помочь каждому научиться понимать причины своих психологических трудностей.